А в этом выпуске мы побываем на дне рождения, посетим армянский ресторан, прокатимся по очень живописной железной дороге вдоль набережной и побываем в кафедральном соборе. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! У нас сегодня воскресенье. Традиционно мы выходим куда-нибудь погулять. Хотя вчера мы тоже гуляли. Мы съездили в район Лабока. Ни разу там не были, кстати. Съездили довольно так необычно. Мы поехали туда на такси. И навигатор построил маршрут для таксиста через автобан. А потом раз в какой-то съезд нас направляет. Водитель туда сворачивает. И мы оказываемся прямо на окраине знаменитых Виша 31. Когда таксист это понял, он говорит: ребята, закройте окна, двери, здесь очень опасно. Это типа фавелы местные. И Виша 31 это один из самых опасных районов Буэнос-Айреса. Водитель сказал, что он полицейский в отставке, он 30 лет отработал и на пенсии. Бывал там не раз. Там очень много оружия, наркотиков. В общем, мы закрыли прям вот на дверях вот эти вот пипки, чтобы двери снаружи невозможно было открыть. Ну и все, и ехали без остановок. Ну нормально, там проехали и приехали в Лабоку. А Лабока говорит, это такая же Виша, только очень большая. И почему-то в центре с туристическим кварталом, так скажем. Ну там на самом деле несколько кварталов. Яркие домики, рыночек, ресторанчики. Ну, в целом я бы не сказал, что что-то действительно очень интересное. Рынок, туристическое место. Везде все продают, пройти тяжело, места мало. И смотреть особо нечего. Мы символически сделали несколько фотографий, прошлись туда-сюда, послушали каких-то барабанщиков. И на том и завершили нашу прогулку. Ребят, у нас сегодня выходной день, и нас пригласили в гости на день рождения. Единственное, попросили помочь с одним простым, на самом деле, вопросом. Подготовить мясо для жарки, потому что ребятам очень понравилось, как я готовлю стейки, как жарю их. У меня просто есть одна кулинарная хитрость, которую используют на самом деле все профессиональные рестораны. Я сперва делаю мясо в су-виде, а потом уже обжариваю его на углях. Что такое су-вид? На самом деле все просто. Это вакуумный пакет, то есть я кладу мясо в вакуумный пакет, засыпаю его солью, перцем, оливковым маслом и немножко розмарином, добавляю долечку чесночка для аромата и кладу в вакуумный пакет. Вакууматора нет, но с помощью погружения в воду пакета воздух выходит и, в общем, получается почти что вакуум. Далее я кладу это все в мультиварку на 55-56 градусов. И мясо лежит, нагревается, вот оно внутри воды нету, оно лежит и как бы выделяет собственный сок, нагревается и тем самым приготовляется до степени medium rare, medium. А дальше уже готовое мясо, оно уже medium. Его просто надо кинуть на огонь и задать ему корочку. Получается, что мясо любой толщины будет равномерно прожарено и будет просто изумительное. Но вот такая кулинарная хитрость, на самом деле, в ресторанах в хороших так и готовят. Делают заготовку в су-виде, а потом, когда вы приходите и заказываете стейк, его просто уже обжаривают и все. Лайфхаки кулинарные. Так вот, ребятам я решил помочь с этим вопросом, чтобы потом не мучиться. Ну и попутно еще так приготовить всякие вкусности, заготовочки домой. Например, мы перестали покупать хлеб, он дорогой, примерно $2, и очень невкусный, такой тостовый сладкий хлеб. Я делаю сам чиабатту, вот она вот такая вот получается. Сделал огурчики,
Это огурчики, ну вот они сейчас засаливаются в соевом соусе с кинзой. Тут сделал маринованный лучок. Смотрите, какая красота. Уф! Вот. Ну и так еще всякого там по мелочи. Там ростбиф на бутерброды замариновал. В общем, сегодня такой день кулинарный, плюс я параллельно делаю для вас выпуск, и скоро мы начнем собираться в гости. Я хочу заснять для вас там что-нибудь интересное, поскольку в гости мы ходим не так часто, и хотелось бы это запечатлеть. Вот такой сегодня выходной день. Как вы проводите время в ваш выходной? Расскажите. Мы пришли на полчаса позже, оказалось, что пришли первыми. Вот, встретили на входе еще одну гостью. Ребята еще чуть-чуть не готовы, но мы сейчас поможем подготовиться. Все по-аргентински. У Кати сегодня день рождения. Ей исполнилось всего-то вот. Короче, у них новая квартира. Они только-только переехали. Двухэтажная, двухуровневая. Сейчас пойдем смотреть второй этаж. Сколько денег сэкономили? 200-300 долларов. Нормально. Ну, в общем, на самом деле минут 20, и мы пожарили все мясо, потому что угли зашлись, мы прям их разожгли и ушли, пока они разгорались, пришли, тут прям такие лютые угли были. Все, быстренько пожарили мясо, сосиски. Ребята, смотрите, сколько стейков. И вот эта вот решеточка на них прямо теперь вообще везде. Ай, просто балдеж. Все, на самом деле, все доделали. Серега все пожарил, приготовил. Сделал, все красиво, вкусно. Да, вот умеет человек. Вот, приятно с таким сразу в любую вообще ситуацию попасть. Ну, это время, это опыт. Когда-то и вы сможете так делать. Поэтому никогда не отчаивайтесь. Практикуйте навыки, готовьте. Любите еду, главное. И пейте вино. Аминь. Аминь. Овощи, баклажан, Я отвечал только за бокалы. Короче, мясо получилось. мясо очень получилось. Обалденно. Ребят, ну что, мясо мы доели. На самом деле, да нет, еще даже не доели. С большим трудом мы его осиливали. Было Не доели. 4 килограмма мяса на 8 человек. 4 килограмма шикарных аргентинских стейков на 8 человек. Ну, это, честно признаться, вызов был, да. И мы пока еще не сдались, но перейдем пока на сладкое. Короче говоря, у Кати день рождения, и который не может обойтись без торта. Поэтому споем. С днем рождения тебя, днем рождения тебя, днем рождения, Катюша, с днем рождения тебя. Это было хорошо, это было чертовски вкусно, и я считаю, мы очень хорошо провели время. При том, что были гости от 26 до 50 лет. Было здорово. Спасибо имениннице. Это было отлично. А мы едем домой спать. Времени уже очень много. 2 часа ночи. Пора. Дуемся. Так, ребят, мы сегодня решили заняться вопросами наших документов, а именно 1,5 месяца назад подали Дашины документы на гражданство, месяц назад мои, и тишина, пока просто тишина. Мы сегодня идем в суд с переводчицей, с Александрой, с которой мы познакомились у Кати на дне рождения, вот когда в гости ходили к Сереже с Катей. Она пойдет с нами, да, для помощи, для понимания. Надо прояснить ситуацию и как-то сфорсировать вообще всю эту историю. А то больно долго какая-то тишина. В общем, надо не выпускать это из фокуса и все-таки заниматься этим тоже. Тоже важная часть нашей жизни здесь. Так, в целом, по ощущениям, уже прям, осень-осень. Как будто бы мы идем в школу. Знаете, так прохладно на улице, мы проснулись пораньше. Ребенка подняли, разбудить забыли. Вон сейчас спит там в
коляски. Вот, и идем заниматься какими-то делами. В общем, обычно как будто бы размеренная жизнь. Вот, но только у нас последний месяц осени, и на улице плюс 10. Как бы не жарко, но если подумать, сколько градусов в нашем родном Екатеринбурге в последний день осени, как-то тепло на душе становится. В общем, вот так вот мы пока тут и живем. Ну, в общем, новости такие, что месяц прошел, они все еще мое дело не подгрузили, ибо просто много дел. Вот и все. Регламента никакого нет, могут делать это, видимо, сколько угодно. Вот, в общем, подождем еще пару недель, будем ходить, напоминать им об этом. После этого мы еще сейчас по Дашиному делу пошли узнать. Александра сейчас тут с ними все разрулит. Я чуть-чуть сам понимаю, но, конечно, без нее было бы очень сложно. Ребят, а дела наши такие. Значит, мое дело не сдвинулось совсем. Типа очень много дел в суде, и пока что даже не занесли мои документы. Но вообще, насколько я знаю, это может длиться и месяц, и 2, и даже 4. Вот, зато, может быть, потом по-быстрому пойдет. А вот Дашины документы занесли и подтвердили, в общем, следующий шаг. И дальше они там сами начнут рассылать по всем инстанциям запросы, чтобы узнать больше подробностей про жену мою, про ее будущую гражданку. Ну вот, в общем, Александра нам очень помогла. Очень классно, что мы с ней познакомились. Она на самом деле такая очень какая-то душевная, приятная, легкая. И она берет совершенно адекватную сумму за посещение там, в час, там что-то около $15 в час. И прям хочется с ней видеться, хочется, чтобы именно она получила эти деньги. Вот, в общем, с ней какие-то теплые отношения, при этом мы еще и успеваем с ней дела делать. В общем, я считаю, не женщина, а находка. По завершению наших дел мы решили традиционно после похода в суд сходить в какое-нибудь место, чего-нибудь вкусного поесть. И сегодня мы выбрали армянский ресторан «Саркис». Ребята, господи, как же я по этому соскучился. Это же дольмушечка это самое. Это просто бесподобно. Просто мерси. Я так по этому скучал. Армяне, я вас очень люблю, очень соскучился по вам. Там уже, мне кажется, дочь чувствует эти ароматы, потому что это просто бесподобно. Только зачем-то они мясо забрызгали каким-то соусом белым. Но пахнет это. Вай. Да, это хорошо. Это не так вкусно, как в Армении, но хорошо. Запах дыма и огня. Прям вообще классно. И лавашек. Ну, конечно, не тонкий армянский лаваш, но другое какое-то хлебобулочное изделие. Теплый. Миско. Лучок. И бокальчик вина. Жизнь наладилась сразу.
не успели доесть даже наши блюда, как я обернулся и понял, что собрался реально полный зал. Полный зал людей. Как они так хаотичны? Здесь нет бизнес-ланчей. Не знаю. Ну, в общем, резюмирую. Мне очень хотелось поесть знакомой, любимой еды. Два заведения есть в Буэнос-Айресе. Это ресторан «Саркис» и кафе или ресторан «Пандок». Это армянские заведения, грузинских тут вообще нет. Армянские, потому что здесь есть большая-большая армянская диаспора. В общем, мы пошли в ресторан «Саркис». Я не скажу, что было прям вкусно. Нормально. Люля был более-менее. Немножко суховатый. Шашлык мне прям что-то прям, ну вообще, типа на 2,5 из 5. Ну и при этом соусы... Все было залито соусом. Да, при этом соус был йогуртовый с травами и мятой. Ну, и все довольно так однообразно. Все блюда были залиты вот этим соусом. И для долмы тоже принесли этот соус. За какие-то сумасшедшие деньги отдельно принесли. Типа за $3,5 принесли тарелку вот этого соуса. Хотя зачем? Короче, мне не очень понравилось качество кухни. И мне совершенно не понравилось обслуживание. Когда я просил меню, мне просто вот молча вот так. Когда... Он обрадовался только когда мы даже не то что счет попросили, а когда мы дали ему деньги. Он такой: спасибо. Вот. Ну, на испанском, конечно. Gracias. А все остальное просто молча. Типа, садитесь. Типа, мы что-то попросили, он принес, открыл, дал. Все, вот, ну, такое. Как будто очень невыспавшийся официант был. Вот. Ну, впечатление, честно говоря, не очень. Именно от обслуживания. Наверное, я сюда больше не пойду. Еще когда мы еще не ушли, а нас уже, так сказать, выгоняют. Я, конечно, понимаю, что там загрузка большая, но мы еще не ушли, а уже тут же поставили тарелки, которые они, ну, с новыми салфетками, с скатертями. Вот мы просто попросили счет, расплатились и дальше сидели, доедали. Он просто принес и на наш стол поставил вот эту тарелку со скатертями. Это как-то некрасиво прям. Вот, зато очень порадовали, допустим, мужчины, которые рядом сидели, такие, ну, дедушки уже. Вот, они, когда мы уходили, спросили, откуда мы. Спросили, как зовут дочку. И пожелали нам удачи. Вот. Ну, они все это с улыбкой на лице. Это, ну, прям им искренне было интересно. И они действительно очень искренне общались. Вот. В общем, это очень подкупает. Все, что касается людей, люди здесь прекрасные. Вот. А сервис не везде. Ребята, я больше недели не брал камеру в руки, ничего не снимал на основной канал на YouTube. Немножко выходило так, по чуть-чуть в Telegram, поэтому подписывайтесь, если вам интересно. Там больше жизненного контента, здесь больше про... Да тоже жизненного, но там такой он короткосюжетный, ни к чему не привязанный. Вот. И эксклюзивный, кстати говоря. Вот, сегодня очередной рабочий день, который я завершил чуть раньше и решил, что надо нам с семьей куда-нибудь выбраться, прогуляться. Мы выбрали маршрут очень интересный, нам его подсказали ребята, которые жили в квартире до нас. Сейчас мы садимся на электричку и доезжаем до конечной, а там пересаживаемся на уникальный поезд, который едет по берегу реки Рио-де-ла-Плата. Там будет красиво. Погнали! Так, мы доехали до конечной. Нам нужно сделать пересадку. Насколько я понял, это делается в рамках одного вокзала. Нужно пройти минуты 3-4. Сейчас посмотрим, как это делается. Ну, все верно получается. Выход туда, а нам нужно Трен де ла Коста. Поднимемся, наверное, на лифте, если получится.
Да, кстати, лифт работает, эскалатор есть. Вот это я понимаю, вот это удобно, вот это забота о людях. Класс. Заходим. Здесь при переходе с одной станции на другую такая красивая карта с основными достопримечательностями, собственно, по ходу этой железной дороги. Вот мы и поедем их узнавать, а часть из них мы, кстати, уже видели. Мы доехали до станции Лас-Баранкас и пойдем сейчас в сторону воды. Перу-Бич нас ожидает. По крайней мере, маршрут мы сегодня проработали такой. А здесь ничего, так миленько. Ребята, мы нашли хоккей. Что, реально настоящий хоккей? Хоккей на плитке или на роликах. Да, прикольно. Ну, уже что-то. Там какой-то спортивный... скалодром там находится. С этой стороны теннис. Здесь бар. И выход. И выход к воде. О, сейчас посмотрим. Надеюсь, там можно погулять. Вот. Но, по крайней мере, я соскучился по большим открытым пространствам. В общем, на предыдущей станции Лас-Баранкас нам что-то не очень понравилось. Сам Перу-Бич красивый, но больше там делать нечего, поэтому мы сели на тот же самый поезд и поехали на следующую станцию, а это Сан-Исидро-Эре. Прямо рядом со станцией Сан-Исидро находится кафедральный собор. Мы здесь были. Даже есть выпуск отсюда. Только тогда Даша была беременна, и это была весна. Хорошее было время. Сейчас еще интереснее, потому что мы теперь тут уже втроем. Пойдемте, наверное, внутрь, посидим, послушаем тишину, посмотрим на красивые виды кафедрального собора. Ну, красиво, конечно, красиво в соборе. Мы посидели, отдохнули, помолчали наедине со своими мыслями. Ну и двигаем в обратную дорогу. Наверное, мы поедем также на двух электричках. Первая — это Трен де ла Коста, и вторая — это вот Митра, которая ездит. Проезд на Трен де ла Коста чуть дороже, поскольку, я так понимаю, это какая-то туристическая или там видовая железная дорога. Проезд стоит 200 песо. На обычной электричке, мне кажется, 150, не больше. Ну, в общем, это все так, очень условно. Суммы действительно несущественные, а виды очень красивые. Поэтому разведали мы еще одно новое интересное направление. Я думаю, по нему мы еще покатаемся и посмотрим, что есть на других станциях. А на сегодня все. Едем домой жарить мясо на гриле. Я понял, что мне это напоминает по сравнению с основной электричкой.
Это как будто детская железная дорога с маленькими вагончиками, с маленькими перрончиками, извилистыми путями. Реально, просто как в детстве я оказался.